Вопрос о четырехмерном пространстве времени. Вообще эти два понятия, которые здесь объединились в рамках специальной теории относительности. Вот в этой теории относительности первичными понятиями являются такие понятия, как пространство и время. По сути, это категории, обозначающие какие-то формы существования материи и поля. Но при этом пространство отражает как бы порядок существования объектов, а время – порядок смены явлений. В общем случае пространство и времени делят на метрические, протяженность, длительность и топологические, размерность, непрерывность, связанность, порядок и направление времени. Принципиально важно, что понятию свободного пространства приписываются свойства однородности и изотропности, а времени приписываются свойства однородности. Так вот, в постулатах Эйнштейна центральное место занимают такие безобидные понятия, как система отсчета, инерциальная система отсчета. В общем случае, система отсчета – это, конечно, идеализация понятия о каком-то абсолютно твердом теле, состоящем из некоторых опорных точек, расстояние между которыми постоянно. Когда две системы координат расположены, как указано вот на этом рисунке, и в соответствии вот с этой общей идеологией специальной теории относительности движутся вдоль совпадающих осей x, и в момент времени t начала этих систем координат совпадали друг с другом, преобразование координат имеет вот этот вид, который хорошо известен, это преобразование Лоренца. Это здесь и прямые, и обратные преобразования. Рассмотрим в системе координат, лабораторной будем ее называть, выражение, которое составляется из квадрата времени и вот квадратов координат, которые в специальной теории относительности носят название квадрат интервала. И выполним преобразование Лоренца для пространственных и временной переменной в определении этого квадрата интервала. То есть вместо вот этого t подставим вот эту, соответственно, формулу, вместо x, соответственно, вот эту формулу, и так далее. И вот после элементарных преобразований видно, что эта величина останется, будет записана точно в таком же виде. И это говорит о характеристике, которую принято называть инвариантность интервала, или инвариантность квадрата интервала. Собственно, преобразования, я уже про них сказал, что они выполняются вот таким вот образом и дают вот эту вот инвариантность. Несмотря на то, что специальная теория относительности указывает на относительность ряда таких классических понятий, например, длина, этот интервал времени, все-таки есть ряд величин, которые остаются инвариантными и не зависят от того, в какой же системе координат они определяются или измеряются. Вот такие величины называются абсолютными или инвариантными относительно преобразования Лоренца. Среди вот уже, по крайней мере, рассмотренных выше можно к абсолютным величинам отнести, например, понятие скорость света. В любой системе координат одно и то же. Если мы рассмотрим вот такое отношение, дифференциал интервала разделить на скорость света, то так как и это инвариант, то вот такое отношение является инвариантом. То есть не зависит от системы координат. Это называется собственное время. Его можно переписать по определению, конечно, таким вот образом для дифференциалов. Так или с этой стороны, или таким вот образом. По сути дела, есть неограниченное число абсолютных величин, о которых вот можно и говорить, что не все в мире относительно, как это принято в такой художественной литературе или журналистских штампах. Если говорить про вот это вот пространство и время, то в соответствии с идеологией этой специальной теории относительности одних пространственных координат недостаточно для описания движения материальных тел. Необходимо учитывать, в какой же системе координат происходит тот или иной процесс. При этом каждая система координат снабжена своим временем. Поэтому даже положение одной точки в пространстве задается 4 координатами.
А все явления происходят вот в этом объекте, который мы должны в категории, в такой, которой мы говорим пространство-время. Единое пространство-время. Таким образом возникает проблема описания явлений вот в этом уже четырехмерном пространстве. Однако понятие вот этого многомерного пространства должно быть, конечно, снабжено какими-то определениями, правилами, позволяющими оперировать с этими основными понятиями четырехмерного мира, вот этого пространства-времени. Ну вот, как вводятся некоторые важные характеристики четырехмерного пространства-времени. Допустим, вот введем некоторые характеристики, которые будем понимать как обобщение для этого четырехмерного пространства, называть его радиус-вектор. То есть вот задания вот этих переменных будут определять некоторую характеристику, аналогичную тому, как мы понимаем радиус-вектор в обычном трехмерном пространстве. Но теперь у нас 4 компонента, которые будем характеризовать: нулевые компоненты и пространственные компоненты. Нулевая компонента связана со временем, а пространственные компоненты связаны с координатами пространства. Конечно, при вот этих стандартных преобразованиях Лоренца связь между этими компонентами в разных системах координат известна. И ясно, что она может быть записана вот следующим образом. Как это линейное преобразование одних компонентов к другим компонентам другой системы координат. Но при этом сама матрица преобразования, которая называется матрица преобразования Лоренца, ну, конечно, просто из обобщения вот этой формулы, очевидно, дает вот такой вот результат. Но в теории векторных пространств, даже в трехмерном пространстве, вообще говоря, вводится понятие ко- и контравариантных компонент вектора, разделяя эти компоненты вектора на векторы, которые при преобразованиях координат ведут себя как радиус-вектор, а есть еще компоненты, которые ведут себя как градиент радиуса вектора. Тогда вот в этом смысле можно определить четырехмерный градиент, 4 градиент, ну, понимая, что вот это μ может быть 0, 1, 2, 3 и так далее. Значит, это вот вычисляя, учитывая, что x зависит как-то сложным образом от x', то при вычислении производной, зависящей от сложного аргумента, выражение будет иметь следующий вид. Ну, то есть компонента в одной системе координат связана с компонентой в другой системе координат вот некоторой матрицей. Сама эта матрица, очевидно, есть определение ее вот таким вот образом задано. С учетом того, что значит, у нас вот эти компоненты, которые были определены для 4 радиуса вектора, удовлетворяют таким соотношением, то мы можем сказать, что компоненты 4 радиуса вектора определяются следующей формулой, где, значит, вот эти производные, это есть производная dx' по dx'. И, следовательно, можно сказать, что тогда вот эта матрица А, это есть матрица преобразования Лоренца при условии, что скорость движения равняется минус единице. Ну вот тогда можно и определить вот это ко- и контравариантные компоненты векторов следующим образом. Значит, это стандартная запись контравариантных компонент вектора, вот его временная компонента, вот пространственная, можно определить следующим образом. И зависимость этих компонентов из одной системы координат, связь с другой системой координат определяется матрицей преобразования Лоренца. Определим теперь другие компоненты, которые будем называть ковариантные компоненты, которые отличаются только знаком у пространственных компонентов. Если вот эти компоненты рассмотреть, как они преобразуются при переходе из одной системы к другой, то как раз это будет матрица, которая вот раньше обозначена, выше обозначена буквой А, но это есть матрица гамма со значением скорости равным минус v. Поэтому, если рассмотреть вот квадрат интервала, то с использованием вот этих ко- и контравариантных компонентов эта формула выглядит следующим образом элементарным, что можно записать в более компактном алгебраическом виде, понимая, что это есть инвариантная величина. Вот эта инвариантность очень важна для определения вот этих характеристик, которые называются четырехмерными векторами. Значит, четырехмерным или вектором в четырехмерном пространстве, вот в рамках специальной теории относительности
когда используется вот это пространство-время, следует определить набор из 4 функций, которые при преобразовании Лоренца удовлетворяют вот таким соотношением. Но при этом, значит, контравариантные компоненты вектора определяются матрицей гамма, а ковариантные матрицей, тоже матрицей гамма, но у которой скорость заменена относительного движения на противоположную. Скалярное произведение 4 векторов легко в этом смысле определить, и оно задается вот следующей комбинацией ко- и контравариантных компонентов. И вот это скалярное произведение 2-4 векторов инвариантно, вот это вот определение, инвариантно в любой лоренцовской системе координат. Как это доказать? Ну вот, с одной стороны, мы с вами знаем, что квадрат интервала – это есть инвариантная величина, поэтому если теперь для вот этих компонент выполнить преобразование Лоренца, то сумма будет иметь такой вот вид, и так как нам нужно получить вот этот результат в этой формуле, то понятно, что вот это суммирование вот этих вот матриц, произведение этих матриц, это символ Кроникера. Символ Кроникера. Ну, а тогда для скалярного произведения, очевидно, найдем аналогичным образом, что вот это есть символ Кроникера, и, следовательно, это скалярное произведение инвариантная величина. Скалярное произведение любых 4 векторов инвариантная величина. Это вот принципиальное как бы определение, которое вытекает из инвариантности квадрата интервала. Ну, можно, например, вводить различные 4 вектора. Ну, например, 4 скорость. Если 4 координату разделить на собственное время. Ну, тогда, раз вот это 4 вектор, а это инвариантная величина, ну, значит, тогда очевидно, что вот это вот есть 4 вектор. 4 вектор. Значит, это утверждение и вытекает из того, что dx есть 4 вектора, а dts инвариантная величина. Ну, можно в явном виде все это записать. Значит, вот эти контравариантные компоненты этого 4 скорости вот по этой формуле, конечно, выглядит следующим образом, а ковариантный отличается только вот этим вот знаком. Ясно, что скалярное произведение 4 скорости – это есть инвариантная величина. Действительно, если все тут подставить, то видно, что это как раз квадрат скорости света. Как преобразуются вот эти компоненты 4 скорости? Ну, вот таким вот образом. Закон преобразования компонент при переходе из одной инерциальной системы в другую имеет вот такой вот общий вид. В результате, например, для специального случая выбора систем координат при их относительной скорости движения v, ну вот можно для 4 скорости определить такую вот элементарную формулу, или если все сюда подставить, то здесь v это скорость движения точки в системе координат лабораторной, а v' скорость движения точки в системе координат движущейся. Значит, а вот это v большое, это скорость относительного движения систем координат друг относительно друга. Ну вот дальше предлагается читающим просто выполнить дальнейшие вот алгебраические преобразования и получите закон сложения скоростей, что, конечно, абсолютно не является удивительным результатом из этого вот элементарного преобразования. Можно и, конечно, другие 4 вектора вводить, например, 4 ускорения. Ну, по определению, значит, вот если продифференцировать 4 скорость по собственному времени, ну, раз вот это вот инвариант, собственное время, а это 4 скорость, значит, 4 вектор, следовательно, 4 ускорения есть 4 вектор. Ну, и можно в явном виде их компоненты этого 4 ускорения просто вычислить по определению. Все там, все здесь у нас задано, где вот это это будет вот обычное ускорение, как мы понимаем, производная скорости по времени. Скорость вот как производная от радиуса вектора по времени. Вот. Ну, для краткости здесь вот относительная скорость, это будет скорость, деленная на скорость света. Ну, вот формула просто в этом смысле немножко упростится в написании. Значит, это вот компоненты этого, контравариантные компоненты этого 4 ускорения. Ну вот из определения 4 ускорения следует, что 4 ускорения есть 4 вектор, это я уже прокомментировал. То есть в соответствии с общим определением 4 векторов правило преобразования компонент 4 ускорения определяется матрицей преобразования Лоренца, а квадрат ускорений и произведение 4 ускорения на 4 координаты или 4 скорости – это инвариантные величины в лоренцовских системах, ну так как это скалярное произведение.
Значит, однако, вот это скалярное произведение 4 ускорения на 4 скорость равно нулю. Поэтому говорят, что 4 скорость ортогональна 4 ускорения. Ну, для доказательства вот этой ортогональности 4 скорости, 4 ускорения, значит, можно основываться просто на инвариантности квадрата 4 скорости. Ну, действительно, дифференцируя вот это соотношение по собственному времени, вот все будет получено доказательство ортогональности 4 скорости и 4 ускорения. Ну, обобщением дальнейшим, когда речь идет не просто о 4 векторах, вводят и 4 тензоры. Для примера тут вот будут нарисованы 4 тензора второго ранга, только так. Ну, ранг определяется количеством вот этих вот индексов. Значит, и вот любые 16 компонент, которые преобразуются вот таким вот образом, по вот этому закону, при переходе из одной системы координат в другой, это вот в одной системе координат, это в другой, значит, это вот все, что, любые 16 функций, которые удовлетворяют этим соотношениям, образуют то, как называется контравариантный тензор второго ранга. Ну, для ковариантных тензоров, конечно, просто вместо вот этих матриц преобразования Лоренца нужно их брать со знаком минус. Формула, конечно, то же самое, имеет такой же вид. Так? Можно и говорить про смешанный тензор второго ранга. Но для электродинамики, просто которой я тут вот это все рассказываю, никакой роли дальнейшее увеличение количества этих индексов принципиальной роли не играет, хотя можно вводить и тензоры более высокого ранга по таким же определениям. Но надо что сказать, что в целом вот этот материал, который сейчас вам тут показан, определяет алгебру вот этих 4 векторов и 4 тензора второго ранга. То есть определено вот это вот четырехмерное пространство, его математическое описание вот этого четырехмерного пространства. Такое элементарное, конечно, начальное.